Когда мы управляем компанией, это не только про какие-то, знаете, бизнес-процессы, схемы, способы и так далее. Скорее, это в первую очередь про управление людьми, про то, как иметь дело с людьми. И не всегда идет все гладко. Вы знаете, как руководитель вам приходится иногда настаивать, воздействовать, прикладывать для этого усилия и так далее, а иногда вам приходится просто каким-то крайним мерам переходить, таким как, например, угроза увольнения или увольнение само по себе. И вам время от времени приходится, скорее всего, это делать. Вы с этим сталкивались для того, чтобы добиться результатов, поддержать дисциплину или для чего-то еще. Я решил рассказать про 4 ситуации, когда такая угроза увольнения и увольнения в конечном итоге могут быть оправданы. В конце этого видео я вам дам идеальную формулу для увольнения, потому что если вы все-таки решили кого-то уволить, лучше это сделать правильно, для того, чтобы расстаться не врагами и потом не было никаких проблем и последствий. В общем, смотрите это видео до конца. Первая ситуация, о которой может идти речь, когда, в принципе, приемлема угроза увольнения или увольнения, это какое-то постоянное невыполнение своих рабочих должностных обязанностей. Сотрудник просто систематически игнорирует какие-то важные вещи, которые вы от него ожидаете, которые описаны в его должностных инструкциях, в обязанностях, не выполняет задания в срок, делает это некачественно. Естественно, так как любой бизнес, любая компания, это не просто какие-то специалисты, отдельные индивидуумы, а это команда всегда. И члены команды, они зависят друг от друга. Естественно, если появляется такой игрок, поломанный игрок в команде, естественно, это создает проблемы всей команде. И в этом случае я считаю, что угроза увольнения, когда человеку говорят, ну, дружище, смотри, вот твои результаты, вот то, как это влияет на всю команду. То есть это не только про тебя, это не только про то, как ты выполняешь свою работу. Это про то, что у нас вот здесь срываются проекты, здесь мы недополучаем доход и так далее. То есть это создает проблемы для всей команды. И в этой ситуации, конечно, сказать, что если ты это не исправишь в такой-то срок, то мы вынуждены будем тебя на кого-то заменить, ничего не поделаешь, потому что команда не может страдать из-за одного сотрудника. Вы замечали когда-нибудь, что вот подобные угрозы оказывают реально воздействие на человека, и он действительно по-другому начинает работать? То есть вы увольнением пригрозили человеку, и бац, он как-то изменился, по крайней мере, на какое-то время. Если вы такое видели, ставьте лайк этому видео. Это действительно происходит, потому что довольно много людей, они... Здесь 2 причины. Во-первых, многие люди просто ленивы, и у нас есть такая пословица консультантская, скажем так. Орел — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Хочешь летать? Тогда лети! Да, то есть, но если оказать на человека воздействие, он может получить результат. А это одна причина. Вторая причина это то, что есть люди, которые буквально пытаются прогнуть окружающий мир под себя. Ну, то есть, грубо говоря, это прямо у них игра такая. То есть они проверяют на прочность. А можно здесь, например, получать зарплату, не работая, ничего не делая. Для них это игра. Для них это весело, на самом деле, в глубине души. И вы с такими людьми вы тоже можете столкнуться. Но когда ты этому человеку четко там ставишь рамки и говоришь о том, что, дружище, если вот этого результата не будет, мы тебя заменим. Ничего личного, как человек ты нравишься, но нам нужен этот результат. Это срабатывает в этих случаях. Естественно, возникает вопрос, мы говорим о крайней мере, да, угроза увольнения. Увольнение — это крайняя мера. Есть ли какие-то меры, которые можно было бы применить до увольнения? Безусловно. И во всем этом видео я хочу, чтобы вы принимали во внимание одну важную вещь. Когда я говорю о угрозе увольнения, я говорю уже действительно о крайней мере. И это значит, что я предполагаю, что руководитель все предыдущие меры уже предпринял. Что это за предыдущие меры? Когда человек что-то начинает делать неправильно, косячить немножко, хороший руководитель обязан ему об этом немедленно, ясно сказать. Очень часто руководители делают ошибку, они видят, что человек что-то делает не так, и они молчат. Ничего ж пока не взорвалось, зачем мне об этом говорить? Они не понимают, что они при этом не делают работу руководителя. То есть руководитель должен, это его обязанность, он должен давать оценку действиям подчиненных, результатам подчиненных.
Второе, да, ну, то есть, если это не сработало, то что там должно быть? Ну, у нас есть такие процедуры, как выговор, понимаете? Второй выговор. А очень часто люди серьезно не воспринимают слова руководителей. Почему? Потому что они выросли, воспитаны в каком-то достаточно жестоком окружении, где их часто критиковали. Поэтому, когда кто-то их критикует, просто говорит: Александр, твое опоздание или некачественно сделанная работа, на самом деле, это не соответствует стандартам нашей компании, тебе нужно обратить на это внимание и исправить. Но если, понимаете, для кого-то это действительно сигнал, и он будет что-то делать. А если человек вырос в какой-то низкой культуре, где там все друг друга постоянно, как говорится, какашками забрасывают, и у него уже настолько кожа толстая, что он даже не понял, что его покритиковали. Ему показалось, что, в общем-то, руководитель нормально разговаривал, он же не орал, у него пена изо рта не лилась, поэтому как бы все, значит, нормально. То есть он это не воспринимает. Но когда вы такому человеку делаете выговор официально, то есть есть бумага прямо, там написано «чертов выговор», понимаете? Вот за это он начинает это воспринимать. Он такой: что, серьезно, да? Вау! То есть то, что вот руководитель до этого бился в истерике, это как бы, подумаешь, может, у него припадок какой. А вот это вот серьезно. То есть про что я говорю? Пока вы дойдете до уровня угрозы увольнения, вы должны отработать намного более легкие способы. Замечания, выговоры. Если это не сработало, тогда имеет смысл, конечно же, говорить об увольнении. Итак, второе. В каждой компании есть какие-то свои правила и стандарты, которые сотрудники обязаны соблюдать. Зачем эти правила нужны? Они нужны не для того, чтобы подтешить амбиции человека, который любит писать правила или там устанавливать какие-то правила и инструкции. Нет, они нужны для того, чтобы члены команды понимали, как с друг другом работать. Чтобы у членов команды было ощущение стабильности, предсказуемости, уверенности и так далее. Чтобы он знал, что он утром придет, дверь будет открыта, он сможет сесть за свой рабочий стол, когда он снимет трубку, там зазвонит звонок, на его запрос ответят, ему дадут то, что ему надо от других сотрудников, и он сможет им предоставить результат своей работы. Правила нужны для этого. Нарушение таких правил обычно приводит к падению эффективности, к тому, что другие члены команды должны больше работать, исправлять какие-то ошибки, а иногда это юридические угрозы, когда там кто-то накосячил, отгрузил без правильно составленных документов, компания потеряла деньги или там сделала что-то с клиентом, и теперь этот клиент нас судит, и мы теряем еще большие деньги и так далее. То есть нарушение правил приводит к конкретным разрушительным последствиям. И поэтому нарушение правил может быть достаточным основанием для того, чтобы была угроза увольнения. Еще раз опоздаешь, и я тебя сразу уволю. Ты меня понял? Да, сэр. У меня в компании был случай абсолютно реалистичный, когда наши чертовы клиентоориентированные специалисты по отгрузке готовой продукции пошли навстречу одному очень большому клиенту, очень большая знаменитая компания, в которой было какой-то праздник, какое-то торжество. Им нужно было получить продукцию перед этим празднованием, и они умоляли, потому что не успели послать доверенность, она не успела дойти, надо было через транспортную компанию отправить, соответственно, этот груз, и они умоляли это сделать. Ну и наши ребята, они же клиентоориентированные, они нарушили корпоративные правила и отгрузили, собственно говоря, попросту говоря, без документов. В результате этот клиент потом сделал вид, что он не получал эту продукцию, хотя на самом деле мы видели, что он использовал ее на награждении. Он отказался ее вернуть, он отказался платить, и более того, он засудил нашу компанию, потребовав, чтобы мы вернули предоплату, которую унес. То есть он не рассчитался, он получил продукцию, а потом еще отсудил у нас предоплату. И это очень деморализовало отдел продаж, это очень деморализовало сотрудников компании, и мы получили прямой финансовый ущерб. То есть из-за простого нарушения очень простого правила. Поэтому, да, за нарушение корпоративных правил вполне можно и нужно угрожать увольнением и увольнять. Не настолько очевидные случаи, это когда сотрудник отказывается обучаться, отказывается осваивать какие-то новые инструменты, вы пытаетесь внедрить автоматизацию, вы хотите улучшить скрипты в отделе продаж, вы хотите научить каким-то новым подходам, что-то изменить в своей финансовой системе. Ребята, которые, в принципе,
неплохо работают и дают результаты, и они молодцы, мы их за это любим и ценим, и они хорошие. Они просто отказываются, потому что им некомфортно, потому что для них это какое-то дополнительное напряжение, потому что они просто хотят продемонстрировать свою силу, потому что они важны, они здесь работали уже очень долго, или по какой-то еще причине. Знаете, есть тысячи причин, почему это может быть. В общем, сотрудник отказывается адаптироваться, развиваться и так далее. И, естественно, это тоже может быть причиной увольнения. Но хочу еще раз заметить, что имеет смысл использовать все способы, более мягкие способы воздействия, прежде чем такого человека увольнять. Иногда, когда мы об этом говорим, речь идет о довольно классных, компетентных, полезных, ценных сотрудников для компании. У меня была такая ситуация, когда производством руководил великолепный, толковый человек, который, можно сказать, это производство поднял своими собственными руками. То есть он был руководителем производства, когда на нем работало 30 человек, и он был руководителем производства, когда там работало 130 человек. То есть это большой достаточно путь и с точки зрения количества людей, и с точки зрения технического оснащения, технологий и всего остального. Но в какой-то момент, когда нужно было реорганизовывать производство, то уже нужно было начать управлять по-новому, потому что вы не можете управлять одними и теми же инструментами 30 людьми и 130 людьми. Вам нужны разные инструменты, разные подходы. В какой-то момент он просто отказался развиваться. Не знаю, то есть это может быть что-то совершенно, знаете, такое психологически эмоциональное. Некоторые люди очень болезненно относятся к необходимости чему-то новому учиться и так далее. Может быть, это затрагивало его самолюбие, потому что у него действительно богатый опыт и так далее. Ну, нам пришлось с ним расстаться. Я могу вам сказать, что ему на смену пришел руководитель, который быстро учился, быстро применял и прекрасно руководил этой компанией. Знаете, слава... Это еще не все. Верно, мистер Поттер? Плохо ли это? Хорошо? Конечно, плохо. Потому что мое идеальное представление о том, как должно было быть, это этот руководитель производства должен был просто пройти небольшое обучение, применить это на практике и дальше получать удовольствие от управления той областью, тем подразделением, которое он построил, и продолжать носить вклад в компанию. Но люди, существа такие загадочные, непредсказуемые, иногда они просто сдаются. Нет, это не для меня. Вы что, выучить иностранный язык невозможно. Это могут только гении или освоить какие-то и так далее. Еще раз хочу напомнить, что увольнение – это только крайняя мера. То есть мы, как руководители, отвечаем за то, чтобы использовать это только как крайнюю меру. То есть, для того, чтобы это не... Знаете, вот я видел таких ребят, которые направо-налево бросаются, а мы его уволим и все такое прочее. Я когда на них смотрю, я думаю, почему ты такой глупый? Но на самом деле люди, это же настолько ценно, их желание работать настолько ценно. И это же адски трудоемко, на самом деле, найти хорошего человека. Это же невероятно трудоемко сделать так, чтобы он встроился в бизнес-процессы компании. Если он уже встроился, надо испробовать все методы для того, чтобы он продолжал классно работать, и прежде чем думать вообще об увольнении. Но обычно, кстати, такие ошибки руководители совершают просто потому, что, если честно, не имеют практически никакого представления о том, в чем заключается работа руководителя и какие инструменты должен использовать руководитель. У них есть только, знаете, какое-то такое ущербное представление, что руководитель – это прокнутый пряник и что-то в этом роде. Нет, это не так. У каждого руководителя есть целый спектр очень простых, очень действенных инструментов. Если вы хотите узнать, что это за инструменты, приходите на мой мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». Ссылка в описании под видео. Итак, вы решили все-таки уволить сотрудника, и я хочу вам обычно, мое наблюдение говорит, с 1000 консалтинговых проектов и 30 лет управления собственными бизнесами. Мне говорит об одной вещи, что если вы хотите кого-то уволить, и вы думаете постоянно об этом, знаете, кушаете свой обед с семьей, а у вас в голове крутится идея, не уволить ли этого Саню. Вас уволят. Уволят. Очень высокая вероятность того, что вам давно уже надо было этого человека уволить.
Поэтому, если все-таки вы дошли до увольнения, позвольте мне дать вам совет в отношении того, как действовать при увольнении сотрудника. Первый шаг. Соберите данные о его фактической производительности. Потому что очень часто руководители принимают решения на эмоциях. Ну, мы же люди тоже. Мы огорчаемся, расстраиваемся. Когда мы кого-то увольняем, мы же всегда в глубине души понимаем, что это наш собственный факап. Потому что мы этого человека приняли, или мы позволили, чтобы его приняли, или мы наблюдали какое-то время, что этот человек издевается над компанией, и, понимаете, как минимум в этом наш факап. А когда мы знаем, что плохой результат получен из-за нашего собственного факапа, нас это эмоционально будоражит. Поэтому, друзья мои, как руководители, поймите, причина, почему вы нервничаете, увольняя людей, или вы расстраиваетесь, увольняя людей, или вы злитесь, увольняя людей, или вы в бешенстве, увольняя людей, причина очень простая – наши собственные факапы. А вот это нужно оставить в стороне, потому что если вы будете увольнять людей эмоционально, вам это вернется проблемами. Поэтому, когда вы хотите уволить человека, первое, соберите твердые данные о его производительности. Сколько он произвел, сколько он сделал, сколько он выполнен, с каким успехом, в каких проектах он участвовал и так далее. Это не занимает много времени. Твердые данные. Причем настолько твердые, чтобы когда вы будете с этим сотрудником разговаривать и скажете, ты за последний месяц сделал 10 бла. Он не мог сказать, нет, это было не 10, это было 110. Понимаете, чтобы у вас было согласие в отношении этих данных. То есть твердые с точки зрения того, что этот сотрудник, которого вы собираетесь уволить, он с этим точно согласится. Второе. Проведите правильную беседу. Правильная беседа, она строится так. Ты, Саня, прекрасный, талантливый, умный человек, у тебя много способностей. И зачастую я вижу, что ты стараешься, ты действительно хочешь. Это классно. Результаты, которые ты нам принес за последний месяц, они вот такие. Плам, пам, 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 пам. И эти результаты совершенно не устраивают компанию. Почему? Потому что на этом месте у нас в команде должен быть человек, у которого должны быть другие результаты. Эти результаты не годятся. Я не могу этого позволить, потому что от этого зависит успех всей команды. Ты эти результаты дать не можешь. Не потому, что ты не способный, не потому, что ты не стараешься. По какой-то другой причине. Возможно, это не твое. Возможно, тебе надо попробовать какой-то другой деятельности. И это было бы здорово, потому что я сторонник той идеи, что каждый человек может достичь высоких результатов, если он нашел дело по душе и прикладывает усилия. Но результаты такие, что нам нужно с тобой попрощаться. Поэтому я тебе искренне желаю успехов в том, чтобы найти работу по душе, дело какое-то по душе и так далее, где ты себя сможешь раскрыть и получать классные результаты. И no hard feelings, как говорится. Успехов тебе и всего доброго. Обратите внимание, смотрите, ключевые моменты при увольнении. Твердые данные, с которыми не сможет не согласиться человек, которого вы увольняете. И второе, много подтверждений его талантам, его способностям, его потенциалу, при этом с четким указанием того, что его результаты не соответствуют. И пожелание успеха. И, собственно говоря, все. Обычно, если вы следуете этой формуле, увольнение проходит достаточно гладко.